Погнали. Да, сегодня рано, сегодня совсем по-другому. Сегодня не то, что вы думали. Так, а меня слышно хорошо хоть? Вроде да. Окей. Сейчас у всех, наверное, часов там 5, да? 5 часов. Всем привет, с вами Stonecrush, это Genshin Impact. Извините. Плохо спалось сегодня. Привет, Вафелька. Хочешь себе чичку, так у тебя она есть. Или ты цепись чичечку хочешь? А ее не дают тебе? О, бонусное мясо, бонусные яйца. Все, я буду куки ставить теперь. Она дает бонусные яйца. Отсиживает их. Одиннадцатый уровень БП. Всегда ежедневки. Скоро снова будет наполнена. Типа можно эти боссов бить. Что такое? Эх, я еще даже не начал рассказ, а все гости куда-то разбежались. Плохо дела. Теперь даже кофе не выпьешь. Я могу что-то помочь? Эй, вы путешественница? Дело в том, что я здесь рассказываю истории в обмен на кофе. Но в последнее время слушателей все меньше. Боюсь, если так пойдет дальше, даже кофейная пенка станет мне не по карману. Ты кто-то вроде Барда из Монштата? Мы никогда не встречались, но похоже занимаемся одним и тем же. Но какими бы захватывающими ни были легенды о древних героях, их невозможно пересказывать изо дня в день. Похоже, придется подыскать новые истории. Лучше, если бы все происходило за пределами Сумеру. Во-первых, это что-то новое и интригующее, а во-вторых, я смогу кое-что подправить, не боясь, что кто-то уличит меня в неточности. Ведь этого все равно еще никто не слышал. Путешественница, от гида искателя приключений, я слышал, что вы странствуете по всему миру. Это правда? Расскажите о том, что вам довелось увидеть. Так я смогу подправить собранные мной истории и не нести количество. Само собой, за рассказанные мной истории вам достанется часть вознаграждения. Без проблем. Огромное спасибо. С чего начнем? Однажды в Монстате. Тот самый Монстат, который облюбовал аниме-архонт. Аниме-архонт. В словам караванщиков там появился дракон, вызывающий бури. Неплохой сюжет. Но от караванщиков удалось узнать лишь несколько обрывочных и, похоже, не очень достоверных слухов. Например, как гром среди ясного неба обрушивается путешественница с крыльями за спиной и на неимоверной высоте преследует дракона, что-то в этом роде. Погоня действительно по воздуху. Или вот еще, ей удалось в одиночку проникнуть в церковь и похитить мощное оружие, наделенное великой силой аниме-архонта. В церковь действительно удалось проникнуть. О, а как вам эта история? Ей удалось отыскать уязвимое место дракона, пронзить былые раны и, умывшись его кровью, обрести бессмертие. Всего лишь очищение отравленной крови, влияющей на разум. Вот оно что, значит большая часть слухов чистая правда.
Реальность гораздо невероятнее истории. Ведь благодаря невероятности эти слухи и получили такое широкое распространение. Подправлю-ка я еще кое-что. Благодарю, путешественница. Я уже решу, как буду рассказывать эту историю. Обязательно приходите завтра вечером ее послушать. Здесь ты не через жопу и расскажешь. Завтра приходить, дождись следующего вечера. Да вы издеваетесь. Ежедневка, где надо завтра приходить. Блин, вы серьезно? Ладно, извините, но у меня просто сгорит от этого. You are not welcome. Shut up! I'm getting sick of you. Crush! Окей. Где резня-то ваша? Что? Здесь ежедневки? Вы что, издеваетесь? Пустыня уже. Не хочу ежедневки в пустыне. More speed. Right. Shut up! Ух, я пришел. Привет, Василий. Суперзвезда. Беззвездный Василий. А, тут огненные эти. 8 уроков. Beg for mercy. Но это 4 пары. Shut up! Take my leave. Beg for mercy. У меня в политехе было и по 6 пар. 5-6 пар. 5-6 пар это... 6 пар это 12 уроков. 12 как те. Let's Что еще зажечь? Дракона на мясо. И тут надо как-то в определенном порядке, что ли, их зажигать. Где еще один? Жопа полный. Я что-то не понял с ними факелами. Успеть куда? А, во. Где еще?
Привет, Рома. A new punching bag. Что тебе от меня надо? Валивай отсюда. Need more. More speed. The hunter becomes the hunter. Раз. Два. Три. Четыре. А, все. Отлично. At least good luck doesn't discriminate by clan. Сколько у нас круток? 128 примагемов и 1 крутка. Так, тут надо попозже прийти. Догоните хорьков-барахольщиков. Где они? А это что такое? Привет. Ребята, есть венти. Нет у меня венти. Куда он у меня? А это куда? А, я думал, это сюжет. И что? Shudder. Нужно угадать, где хорек. Ага, понятно. Еще раз надо угадать. Как тебе пустыня? Пустыня как пустыня. Ничего такого не вижу. More speed. Вот сундук. Crush. You are not welcome here. Beg for mercy. I'll be back. Shudder. I'll be back. I'll be back. More speed. What do we have here? Туруруру. Так, вкуснота и милота. 1001 чашка кофе. 1001 чашка кофе нам недоступна, потому что время у нас... Ну ничего. Он сказал стрёмное. Окей. Какая должна быть пустыня в его понимании? На Сэма похоже. На серьезного Сэма. More speed. Это не частица. Это дендроку. Ты себе.
More speed. Мне кажется, самая будет сложная локация — это фонтейн. Там будет куча головоломок, как я знаю. Но опять же, эта информация не подтвержденная. О! Еще один. И грибы. More speed. Туруруруруру. Туруруруруру. Извините. Запелся. 21%. Так, ну тут все надо это исследовать. Грибы, собаки. Ну, наверное, да. Это не архонтов. Ну, знаете, тогда не архонтов. Она же не архонт. Так, управление лавкой. Во. А, еще и благословение изобилия. Доведите общую выручку до 80 тысяч. А что, она доведена, что ли? Серьезно? Как так я не доводил? Мне там не хватало. До меня, что ли, довели? Или там бонус за друзей? Я не могу там ежедневку выполнить, потому что надо отмотать время. А мне неохота отмотать время. Поэтому буду делать, что доступно. А потом отмотаю. Honorary Knight, Paimon! Good news! We have some new helpers. These two store owners heard about our charity sale. They want to donate their earnings and join us. What? A donation? Are you sure? Absolutely. Each extra donation means one extra person getting the help they need. Both Pauline and I think that's more important than us making Pauline. more money than we technically need. This year's Vine Laserfest is busier than previous years, so we met our target earnings more quickly than we expected. That's enough for us. Мне 50% в одной локе под названием Пустыня. Пустыня. It doesn't seem right to leave the important task of caring for our most vulnerable to you alone. We just want to help however we can. Please, it's the least we can do. Искренне благодарю вас. Yeah. Aw, this is the warmest, fuzziest feeling ever. But this does mean we'll have to change the name of our shop. How about Favonian Goodies and Buddies? Еще одно название от Пайма. All right, let's give this all we've got and make this a charity event to remember. Для два владельца лавки представляют в команде масштаб. For snacks, fresh flowers, and general goods. Folks, grab bargains at Favonian Goodies and Buddies. Чего так выглядит смешно? Hey, look, it's Albedo. Его только не хватало. Hello there. Добро пожаловать. Looking to buy anything in particular, Albedo? I'm not in dire need of anything right now. I just heard that you were running the Knights of Avonia stall and thought I'd come over. As it happens, Timaeus and I made some progress in our research recently, so I took the opportunity to bring you a batch of our finished product. Consider it our contribution to the charity effort. Aw, so you came all the way here just to help us out? That's so nice of you. Let's take a look here. We've got bottles of... Wait, what is this stuff?
It's an extra strong sobriety potion that can sober up the intoxicated and alleviate hangovers. Please, hand them out for free to anyone who needs them. Having some complimentary items will undoubtedly help you attract more customers. Sounds like a super useful invention. It must have taken you ages. Oh? It must have been a while since I demonstrated my capabilities to you. I most likely wouldn't have had any interest in research like this in the past. But now, I think that it's worthwhile using alchemy to make people's lives easier in small ways like this. Definitely. Well, Paimon assumes so, because Paimon's never been drunk before, but plenty of our customers probably have been. It would definitely ruin the mood if someone fell into the lake or tripped over a rock after having one too many glasses of festive cheer. Мы должны тебя отблагодарить. Yeah, Albedo, you should take some snacks back with you and share them with Klee. It's on the house. All right then, I shan't refuse. I had no idea you two had such keen business sense. It's a savvy choice of location for selling snacks. There's a festive mood all around, and the division of labor is eminently sensible. If any other Knight of Favonius were running the show, it would be a much more, generic operation. Wow, getting complimented by Albedo is an amazing feeling. This must be how it feels to drink an extra strong sobriety potion when you wake up with a groggy head. Anyway, it sounds like you know quite a lot about running a charity sale yourself, Albedo. Well, I provided a dozen or so landscape paintings for a previous charity event, also run by the Knights of Favonius. They must have been worth a fortune. Well, the people buying them certainly thought so. Some felt that my painting style was a rare one worth investing in, and offered a large sum of money for each work. This, plus the sizable profits made from auctioning some of my still life paintings, seemed to give Alice an idea. She used her personal connections to apply for some sort of certification for my artwork. I believe they call it copyright? Later, many artists began to imitate my landscape paintings, and they became a common sight throughout Mondstadt. Что-то припоминаю. According to the rules of the copyright that Alice applied for, the artists need to pay me a portion of their revenue for each landscape painting of this style that they sell. Wealth was never one of my goals. I don't care where the money goes, so I entrusted it to the Knights of Favonius and let them manage it. I suppose it would be fitting to use it to pay for the destruction that Alice has created. But from what I hear, they use it all on charitable initiatives, which is also a noble cause. Ты никогда не участвовал в благотворительной ярмарке? You never cease to amaze, Albedo. Though it was hardly my original intention, I have come to embrace my unexpected philanthropic achievements. Я хочу научиться рисовать. Я очень рада за тебя. Thank you. Вы лично готовите закуски для обеда. Well then, I will be returning to the workshop. I wish you and the shop all the best. Thanks for your contribution, and good luck with your research. Come again when you're free. Поговорите с хозяевами лавок вкусноты и милоты от Фавониуса, чтобы узнать, как у них идут дела. Используйте вкладки, чтобы быстро узнать о ситуации. 3 магазина вкусноты и милоты от Фавониуса работают одновременно друг с другом. Вам необходимо учить использование средств и другие факторы, чтобы наладить работу 3 магазинов. Теперь 3 магазина. О, господи, 3 магазина. Ничего, выручка. Нормально. Как переключиться на другой магазин?
Вот так. Так. Блин, тут не достает. Ладно, начинаем работу. Неплохо. Неплохо, очень даже неплохо. 13 тысяч! Сразу. Пательский цикл 12. Натали. Натали. Утоли мои печали, Натали. Что-то много-то. Моры, выходите. Вы всем меня разорите. Достаточно средств? Как недостаточно средств? Всего 13. В смысле недостаточно средств? А мне всего 13 тысяч, что ли, осталось? Я не понял. Ладно, давайте так. Ну, выручка вроде больше. Хотя нет, не больше. 12 тысяч. Так. Ладно, тогда мы будем делать другую систему. Что там, происшествие? Где? Так не пойдет, если это продолжится, то конца и края не будет. Что случилось, Мэтс? Какие-то неприятности в магазине? Могу сказать, как старая проблема. В моем магазине есть товары повседневного использования, которые мне поставляют по морю, и из-за шторма они промокли. Сначала я хотел успеть просушить товар, пока магазин открыт, а потом продать по низкой цене как раз к концу празднику вина. Но солнце в Монстате слишком мягкое, а если прибавить к этому, что мы находимся на берегу Сидрового озера, и здесь высокая влажность, то эта затея успехом не увенчалась. Если все так оставить, и сейчас все деньги спустишь. Да я не спущу. Все так оставить, то мои товары покроются плесенью. Это действительно проблема. А если развить костер, чтобы просушить, наверное, слишком опасно. Беркхард и Леа будут против. Если использовать тычинки пылающего цветка. А если использовать анимогранум? Тычинки пылающего цветка. Вполне возможно, тычинки пылающих цветов очень горячие, их жара должно быть достаточно, чтобы успеть высушить товары. А в целях безопасности можно поместить тычинки в стеклянную тару. Тогда можно не переживать, что вспыхнет пожар. Отличное предложение. Я немедленно пошлю кого-нибудь за материалами. Вы двое такие смекалистые, я у вас долгу. Ура, получены новые стратегии. Так. Так, все, да? Угу. Средств все меньше и меньше доступно. Что это такое, а? Угу. 100. Качество товара давай. Все, выручка. Неожиданная ситуация. Странные клиенты цели по эффективности работы лавки, всякой всячины и комплексного обслуживания цветочной лавки будут более строгими для одного покупательского цикла. Окей. Да, прибыли что-то у нас нет. Бывало мы.
Неожиданная ситуация. Почему у всех? А кому-нибудь довести. Так вот. Кого ближе всего? Вот это не успела. Ладно. Ну, уже получше. Так, 13 тысяч. Так. Так, 2. 1. Так. Чего меньше, то и сделаю. Да что там опять? У тебя же проблемы. Составление букетов на самом деле целая наука. Столкновение с трудностями, Полин. Не сказать, чтобы было что-то из ряда вон выходящее. Обычно я раскладываю травы и цветы по сортам. Мне всегда казалось, что так покупателям гораздо удобнее. Но недавно мне сказали, что можно соединить некоторые цветы, чтобы они подчеркивали друг друга и смотрелись еще красивее. Я попробовала так сделать, и хотя я не очень понимаю принцип во время праздника вина, мой бизнес пошел в гору. Вот хочу научиться тому, как это делать правильно. Обратиться к профессиональному учителю. Тут есть над чем задуматься. Что думаешь, Алиса? Делай так, как тебе подсказывает вдохновение. Можно сначала изучить пару книг. Делай так, как тебе подсказывает вдохновение. Похоже, иногда вдохновение весьма полезно. Если так подумать, то Полин просто так составила букеты, и продажи ее в магазине пошли лучше. А это доказывает, что у Полин сильная интуиция. Прислушайся к себе, и никакой учитель не понадобится. Правда? Меня впервые так высоко оценивают. Кажется, я обрела уверенность в себе. В общем, спасибо за вашу веру в меня. Я очень вам благодарна. Это вам от чистого сердца. Пожалуйста, возьмите. Что-то дала нам. Получены новые стратегии. Стратегии нам дала. А что делают эти стратегии? Давайте. Если это как-то поможет. Здесь эффективность повысить надо. Ну так проще будет сделать, чем без всего этого. Конечно же. Так, а в этой что надо больше всего делать? Комплексное обслуживание. Ну с этим-то куда проще, конечно. Так, комплексное обслуживание. О. Здесь тоже надо комплексное обслуживание. Аддон.
Помощник уже работает в другом магазине. В каком-то магазине может работать. Эффективность работы. Пакетик. Будет пакетик. А, погодите-ка. А чё сбросили мне? Комплексное обслуживание. А, видите, помощника убираю. А, то есть один помощник только может быть, да, получается? Пускай тогда за эффективность работы работает. Скорее всего, да, только один. Ну, как лихо-то поднялось. Так, что нам надо? Комплексное обслуживание. Здесь не хватает. А, вот. Доведите общую выручку до 300 тысяч. 20 примагемов. Неплохо выручка. Неожиданная ситуация. Наплыв клиентов, цели по качеству продукции, закусочной эффективности, работы лавки, всякой всячины и комплексного обслуживания цветочной лавки будут более строгими для одного покупательского цикла. Угу. Нет, недостаточно средств. Ну, 409 тысяч. Итак, следующий цикл. Так, тут все отлично. Нормально. Так, чего нам не хватает? Здесь все хватает. Давайте комплексное обслуживание. Чё там? Почетный рыцарь, пойман, и снова вы должны кое-что решить. Хорошо, хорошо, мы поможем, скорее говори. Скоро пройдет пик наплыва гостей на праздник вина. Некоторые продавцы подсчитали, что запасов их товара хватит избытком и готовы пожертвовать некоторый товар нам. А разве это не отлично?
И пусть распродажа остатков звучит не слишком приятно с их стороны, это все-таки великодушный жест. Едва ли мы сами сможем распродать все. Почетный рыцарь зрит в корень проблемы. Наши возможности тоже ограничены. Если нам пожертвуют товары, а мы не сможем продать их, то они будут просто лежать у нас. Товар повседневного использования и продукты очень скоро испортятся. Тогда получится, что они пропали даром. Об этом Пайман и правда не подумала. Тогда будем делать так, как скажет Алиса. Следует все объяснить и вежливо отказаться. Можно ли перепродать товар ордену? Ну, попробуй перепродать. А это вариант. Иногда рыцари начинают спонтанно пересматривать запасы. А если у обычных жителей есть подержанные товары, которые они хотят продать, то рыцари скупают. Так они сокращают затраты ордена. Точно, также жители могут напрямую обратиться к рыцарям, если это необходимо. Может быть, кто-то давно хотел что-то купить, только не знал, что у торговца залежалось сколько всего. Хорошо, тогда будь посредником, Бернхард. Бернхард отправляется в World of Warcraft, чтобы узнать, необходимы ли им какие-нибудь товары. Почетный рыцарь, Пайман, отличные новости. Сейчас как раз многие хотели подкупить подержанные вещи. Мы можем продать им большую часть залежавшегося товара. Несколько рыцарей даже скинулись, чтобы заплатить нам за хлопоты. Отлично, кризис старых товаров решен, и все довольны. Учим новые стратегии. Так, стратегия. Тут эффективность работы давай. Отлично. А тут все зашибись. Так, 32 тысячи. Так, надо Бернхарда, наверное, продвигать. Хотя нет, эту сначала доведем. Можно этого до конца довести, попробовать. Ай. Так, ну сейчас мы уже нормально так. Тут, конечно, не хватает. Бернхарда, конечно, не очень хорошо идут дела в торговле, но зато 613 тысяч. Следующий цикл. И еще 20 примагемов на выручку. Так, ну в этих я смотрю, все отлично. Наверное, такое себе. Наверное, поднять вот это. Эффективность. 25 тысяч. 46 тысяч, окей. Так, что у нас? Так, так. Так, окей. Так, так, так. Сейчас Бернхарду надо поднять что-нибудь. А я знаю, что им поднять. Качество товара. Натали пускай идет. Натали. Все. Теперь должно быть отлично все. О, по 30 тысяч. Выручка. О, 70 тысяч. Замечательно. Ой. Ходить мы не будем. Не, ну это все уже. Это уже победа. Стопроцентная. Чё? Теперь у нас даже запас остается.
Все по 30 тысяч торгуют. 78 тысяч. Все. $980 000. 117 тысяч ген. На расходы у нас уже 117 тысяч уходит. На все уже хватает. Все цели благотворительной ярмарки достигнуты. Смотрите отчет. Собрать награды 80 примагемов и короны. Нормально. Бизнес-отчет пойман. 25 циклов надо было. Хорошая награда, в принципе. О! О, кто пришел? Found you. Huh? Wait! You came here looking for us? Of course! Do you have any idea how popular your charity stall is? Everyone's been talking about it. Favonian goodies and buddies, run by the honorary knight and their sidekick, selling all kinds of fantastic treasures, and even giving away some wonderful others for free. Don't miss out! So after all that, Paimon's back to being the sidekick? Still, Paimon's really happy to hear that people are giving good reviews. И все это благодаря нашим посетителям. Anyway, what have you two been up to these days? Did you go off on a trip or something? We haven't seen you around the whole festival. That's because we're still working. Huh? You still have to work? И по праздникам не отдыхаете? Technically, Amber and I are on a vacation schedule. There are more merchant caravans than usual traveling the route between Dormanport and Mondstadt City during the festival. Extra traffic means extra security is required. Because of monsters and bandits and stuff? Yes, the reconnaissance company is tasked with patrolling this route during the festive period, as well as traveling with the caravans to ensure essential goods are delivered without incident. We have to investigate suspicious locations to eliminate any emerging threats. That seems like a lot of work. Sounds like you'll be working non-stop around the clock right up until the end of the Vine Lisa Fest. Of course not. We take shifts. While one team is on duty, another is resting, and a third team is on standby in case of emergencies. These three teams rotate periodically. Eula's such an experienced captain. She arranged everything this way so that the reconnaissance company can meet the intense demand during the festival, while still giving everyone a chance to take some time off. Gotta say, great organizing, Eula. Yes, all right, Amber. I did my job like I always do. I really don't see what the fuss is all about. Хороший скаут всегда полностью тем. Это поразительно, капитан Юла. Enough, both of you. The festive spirit is turning you into giddy little children. Anyway, we didn't come here just to chit-chat. I'll let Eula do the honors. Okay. I need 40 portions of Knight's Special Northern Smoked Chicken, and 40 of Favonia's favorite pile-em-up. That's such a huge order! What's the occasion? Wait, are the Knights of Favonia's having an official feast? How come nobody told us about it? Nothing quite as glamorous as all that. Captain Eula wants some supplies to reward her team members with. Correct. Scouts use up an enormous amount of energy in a single day. Each meal, they eat enough to feed 4 to 5 normal people. Plus, a long-standing member has recently returned to our ranks after a long absence. I thought it would be fitting to celebrate the occasion.
Of all the things I could have bought, I thought it would be best to have the money go to you. That way, I can support a charitable cause while I'm at it. Paimon agrees. You made the right decision, Eula. It's what we business owners call a win-win situation. Благодарим за визит. Also, about this long-standing member you mentioned. Is it that guy we met recently? Mika, the frontline land surveyor. He was a vital member of our team before the Grandmaster borrowed him for the expedition. Mika! Yeah, that's the one! Paimon never would have thought that shy little guy was such a strong knight. Ну, кажется, он нас боится. Mika's not afraid of you guys. That was his way of showing respect to you. Although, admittedly, it is kind of a roundabout way of doing it. He thinks all mighty people have unique personalities and prefers to understand what makes them tick and the way they think before properly interacting with them. He says it makes it easier to communicate that way. He was the same way toward me and Amber at first. As we gradually got to know each other, he started acting more naturally. Interesting. Sounds like Mika's the one with the unique personality. Я это запомню. Mm-hmm. It'll just take a little time, that's all. You are a high-profile figure within the Knights of Favonius. As his commanding officer, I have a duty to make sure no misunderstandings arise between you. It's alright, Eula. We get it. You're just looking after him. Wait, Eula, did you just pay for my portion too? I was supposed to pay for mine separately. I'm not an official member of the reconnaissance company. If you want to get official about it, then fine. It's officially my treat. There, now stop worrying. Вы передаете Юле и Эмбер необходимое количество порций. Thanks to Eula and Amber, we made a whole day's worth of Mora in one fell swoop! Honorary Knight, Paimon, I have the most wonderful news. Thanks to your sterling efforts, the funds we've raised in this charity sale have blown our original predictions right out of the water. It's a phenomenal success! Paimon told you so! We're good at this stuff! Ты проделал отличную работу, Бернхард. But you two deserve all the credit. It's your expert management that made this event what it was. I've handed over all the revenue to the person responsible for managing our charitable funds. And with that, the event finally comes to a close. As a gesture of our appreciation, we'd like to give you both a fee for all your hard work. You've more than earned it. After this, I feel like I could even run a shop of my own in the future. Maybe we'll get the chance to work together one day. It feels like we accomplished a lot together. If the chance ever comes up, let's do it again! Наверное, через год. 20 примагемов, 80 корона. Еще какие-то награды, там мора, какие-то еще штуки. Доведите общую выручку до 1 000 000. 20 примагемов. Ах да, благословение изобилия. О, следуя подсказкам, вы сможете найти спрятанные бочонки. Увидеть приключение, подарок, который я приготовил, будет ждать тебя в одной сувенирной лавке. Ingredients for wine brewing need to be 705 примагемов. И одна крутка. Заработайте 1 000 000 в игровом процессе благотворительности творчества событий о балладах и кубках. Так, 12 уровень. Предметов кузницы надо изготовить. Это можно. Так, какой сувенирной лавки? А, ну сувенирная лавка, это же вот. Я заодно в кузницу найду. More speed. Ну да. Вот и сувенирная лавка. Ага, значит тебе знакома моя дочь?
Тогда не забудь сделать покупку в ее лавке, стоит поддержать торговлю. Марджори с детства любила слушать мои истории о приключениях, а теперь она и сама заражает людей отвагой и страстью к приключениям, только по-своему. Вот и молодец, я всегда буду ей гордиться. Только не показывай ей эту записку, иначе нам с ней будет неловко, ха-ха. Все желающие вступить в гильдию искателей приключений, обращайтесь к Сайрусу, главе Монстатского отделения гильдии. Угу. Даже забыл, кто такой Сайрус, если честно. А теперь вспомнил. Так, мне надо кое-что сделать у тебя. Да, а новый Хамаюми-то можно сделать? А, не хватает. У меня уже 10 миллионов моры. 10 миллионов моры. 10,000 мора. Так, а это когда будет? До следующего вечера. Ладно. Это когда? Завтра. Это когда? Завтра. А это когда? Это, видимо, надо компоненты собирать. Здравствуй, друг. Я оставил подарок возле одного старого отеля в Монстате. Сейчас там живут иностранные гости. Что за отель? More speed. Там живут иностранные гости. Отель в Монстате. Что за отель? Ах, да, надо блюдо приготовить. Мясо надо приготовить. Воскрешает, воскрешает. Только воскрешалок. Хотя они все по сути одинаковые, эти воскрешалки. Да яичница сама то. $20 штук. Так, 13 уровень БП. Отель, где живут какие-то гости. Отель в Монстате. Отель. Я даже не знаю, что за отель. Time to scout. Что подразумевается под отелем? More speed. Где живут иностранные гости. Я понятия не имею, что за отель. А, вот здесь, что ли? Эх, какая скукота. Наступил долгожданный праздник Вина, а я должен торчать на посту, сторожить боковые ворота Монстата, через которые и не ходит никто. Благодарен за подарок, который я тебе приготовил. Перекинься со мной хоть парой слов, расскажи, как народ гуляет. Поделись праздничным настроением. Забытый всеми рыцарь Ордов Авониус Гай.
Вот он, Гай. Эй, алло. Что происходит? Что произошло? Что? Что? Алло. Алло, что происходит? У меня ничего не нажимается. А, у меня геймпад заглючил. Понятно. О, и Малах появился. Ну, замечательно. Когда не надо. Сейчас. Обратно геймпад верну. Тун, турурун, тун, турурун. Can I also enjoy the Harvest Festival? Сейчас выйду из программы. Can I also enjoy the Harvest Festival? Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Так, у нас час стрима прошел. Ну вот из-за вот этих технических неполадок с геймпадом, конечно. Сейчас будет работать геймпад? Да, работает. Все. Гай. Чем веселее все в городе, тем бессмысленнее мой день. Уверен, в праздник Вина у отца полный хлопот, что я здесь делаю. Лучше бы вернулся домой и помог. Ты сказал с тобой на пару слов. Я решил поговорить с тобой. Ну, пошлите, ежедневку выполню. Зачем делать такие ежедневки? Надеюсь, примагемы за нее дадут. Ну, больше примагемов дадут. Идите в кафе. Или фиг мне, а не примагемы. Хе-хе, история, которую я сегодня расскажу, произошла в далеких краях. Представляю вашему вниманию поэма об Анема и драконе. И тогда явился дракон. Никто не знал его имени, кому было под силу уберечь Монстад от беды. Кто мог спасти его жителей? Неспосланный судьбой храбрец расправляет крылья и берет в руки небесную лиру Анема Архонта. Вибрация струн вызывает тысячи ветров, высвобождая сокрушительную силу. Гневный возглас, меч, вспыхнувший метеоритом. Дракон повержен. Храбрец на пьедестале славы. Эта история хоть и новая, но уж больно нескладная. Главный герой сразу вступает в бой, без всяких объяснений повергает дракона. Что-то в этой истории не то. На сегодня рассказ окончен. В следующий раз, хе-хе. Ой, путешественница, вы тоже пришли? Ну что, понравилась история? Совершенно не похоже на правду. То же самое сказали и другие гости. Похоже, слишком увлекся и потерял связь с реальностью. Эх, видимо, придется снова что-то менять. Спасибо за предоставленный материал. Прошу, примите это вознаграждение. Не забывайте делиться со мной своими новыми историями. Ну и что ты мне за вознаграждение дал? Ничего не понял. А какое вознаграждение мне дал? Здесь примагемов, так они мне и так их дают. И нет, боссами, думаю, сражаться не будем. Можно просто
Смогу слить. В принципе. Я могу вот так сделать? Нет, не могу. А, вообще не могу. Тогда придется сливать смолу. Add Astra. Thank you for Не обязательно на босса. На артефакты не вижу смысла пока ходить. Давайте на Мору. Хоть и 10 миллионов, но... Ах ты, ё-моё. Упустил. Ладно. Ну, бывает. Проблемы, блин, да не нужны мне проблемы. У меня своих проблем хватает. More speed. Shudder. Надо еще искать подарки эти. Во. Отлично. Оба взял. Так, надо еще Пайман забрать. Только Пайман у нас. Или не у нас? Ежедневки с Пайман. Нет, это Пайман еще не дает ежедневок. Через час даст. И она тут летает. Beg for mercy. Crush. Beg for mercy. More speed. Так. Wheel of life. Useless. More speed. I got a good bottle of moonshine here. You interested? Так, наверх надо. Crush.
Good grief. Beg for mercy. Сейчас мы еще раз ходим. И можно больше не ходить. Так. Вот я месяц расправиться. По крайней мере, должна. Отлично. Репутацию сейчас проходить не буду. У нас есть сюжет. Так, вот это надо еще. А, не, у нас не сюжет, у нас сейчас вот это вот. Искать подарки. А, в одного старого... А, это я не в отеле нашел, я вот... Я нашел вот чего. Вот какой я нашел. Я не тот нашел. Старого отеля. Какой старый отель? Я понятия не имею. More speed. Старый отель. Семь молитв откручено. 135. А, я не забрал это. Так, у меня получается 735 примагемов и одна крутка. Окей. It is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Что за старый отель? More speed. Вот это что ли? Таверна. Семья Гёте всегда служила жителям Манстата, и этот отель хранит множество воспоминаний. Молодость ушла безвозвратно, зато меня всегда окружают родные и близкие. Дорогой друг, поздравляю тебя с праздником Вина. В день праздника не забудь о тех, кто тебя любит. Навеки ваш Гёте. Но не писатель. Так. Огромные крылья вращаются на ветру, а мой подарок будет ждать тебя
неподалеку от Орда Фавониус. По-любому подарок оставил Джин. По-любому. Мастер Джин. Так, можно просто вот так вот. Так, мастер Джин у нас... Так, где ее этот Орда Фавониус? Сюда куда-то я лечу, да? Видимо, не туда. More speed. Не туда. Я уже не помню, где он. Детство. А, вот, Орда Фавониус. Я понял. Здесь где-то. Time to scout. Может, внутри? А Джин на месте уже нет. Привет, чем могу быть полезен? Ничем. Уйди. Я хотел открыть дверь. Это Лиза, наверное. А, нет, Фишель. О, получатель даров. Не лелеешь в своем сердце преданность, неистощимой мудрости. Ты так оглянись вокруг, ибо эта сокровищница таит в себе неисчерпаемые познания. Ты стоишь в галерее, что соединяет бренный мир с нирваной ночи, в райском уголке, где принцесса может забыть обо всем на свете. Но не ищи встречи с принцессой, когда ты увидишь, как тысячи миров рождаются и рассыпаются в прах, когда познаешь истинное значение всех вещей и явлений. Перед твоими глазами сами собой появятся ступени, ведущие в обитель принцессы. Принцесса ночи, блин. Так. Я-то думал, этот Джин будет. А, это не тот подарок. Неподалеку от Орда Фавониус. Это я не тот подарок нашел. Неподалеку от Орда Фавониус. Вот этот, что ли? Это вы называете неподалеку, да? По-любому опять не тот подарок. Не тот порядок. Ай. Сейчас разобьемся. Я гарантирую. Нет, не разбились. Сейчас можем. Вот. Анна, да? Ветреные мельницы целыми днями стоят, как истуканы, бездумно вращая своими огромными крыльями. Вот и моя детская любовь тоже. Не понимает никаких намеков, но я не буду признаваться. Незнакомый друг, поздравляю с праздником, Вина. Если можешь, пожелай нам счастья. Или это не Анна? Ну, кто-то из них. Ну это то.
Привет, мой подарок будет ждать тебя возле Сидрового озера. Я часто кормлю там уток, только не напугай, когда придешь забирать. Это Тимми, по-любому. Это Тимми, но не из Южного парка. More speed. Ты подарок куда-то убрал, да? Сидровое озеро. Сидровое озеро это где? Ну вот оно. Там, где утки. Вот они, утки. More speed. Вот ты запрятал, а? Ну, по-любому где-то у замка. Возле Сидрового озера. Ну-ка. Еще разок. Здесь где-то Сидровое озеро. Сидровое озеро. Озеро. I'm never going back to Eden's. Пока непонятно. У моста или где? Часто кормлю там уток. Под мостом, что ли? Ну, кормит уток-то Тимми у нас. Вот оно, это озеро. А, он у ярмарки, что ли? Погодите-ка.
Здесь где-то. More speed. Нет, они показывали сторону ярмарки. Почему я не могу его найти? Давай еще раз показывай. Нет, не у ярмарки. Не у ярмарки. Тут кучка какая-то. Она не убирается. Странно. У тебя мой в подарок. Ты распугал всех голубей. Да мне без разницы на голубей. Где мой сундук? Я еще не понимаю пока. Сидровое озеро. Вот оно. Еще раз смотрим. Кормишь уток. Сундук, появись. Возле Сидрового озера. Куда вы спрятали сундук? Где кормят уток? Странная логика. More speed. И что, я все обошел? Островки, что ли? Вряд ли. Я все обошел. Почему не показывают-то? More speed. Что за логика странная? Где он? Это не сундук. More speed. Модератор где? Возле Сидрового озера. Вот оно.
Без понятия. Ну где твое озеро-то? Где твое озеро? Вот оно, озеро. Что за косяк? Я уже вышел за Сидоровое озеро. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. А, вот он. О, господи. Ну я говорил, что это Тимми. Утки мои лучшие друзья, они так мило плавают. Мама говорит, они только с виду медлительные. На самом деле их лапки под водой все время в движении. Правда здорово, попробуй их покормить. Надеюсь, ты с ними тоже подружишься, Тимми. Скорее всего, их зажарю. Там, где я обычно глушу рыбу, стоит старая сломанная повозка. А позади нее лежит подарок. Если найдешь, он твой. Ой. Но повозку взорвала не я. Честное слово. Рейзер свидетель. Это Кли. Это Кли. Это Кли. Ничего себе где. Нашла где спрятать. Вон она. Вон подарок. Нашли сразу. Я говорю, Кли. Ура! Тебе удалось искать подарок от Кли. Молодчина. Теперь мы друзья. Когда Кли выберется на волю, мы пойдем кушать рыбу вместе. И вот будет весело. More speed. Пойдем глушить рыбу. В том месте, где шепчущий лес выходит к Сидоровому озеру. И есть небольшая отмель, где я и оставил свой подарок. Дорога там ухабистая, смотри, не упади. А, ну это здесь же где-то. Time to scout. Это я не знаю кто. More speed. Кто этот подарок припас? Шепчущий лес, вот он. Дорога к Сидоровому озеру. Скорее всего, вот эта дорога. Так. Это я не то. Ой, совсем далеко. Где-то тут.
Фиг знает. Далековато как-то. More speed. Здесь недалековато, непонятно где он. Угу. Чего? Кем тебе моя кружка? Сейчас пока не More заходи. speed. Ай, где же этот лес-то? Ой, не лес, где подарок? Воргар. Где же этот подарок? А, вон он, по-моему. Или это не он? Нет, это не он. Маешься искать. Дан-дан-дан. Time to scout. Наконец-то. А, это Беннет. Как здорово, что тебе достался мой подарок. Рифай головки, ускользать от опасности, проходить испытания и находить заветные сокровища. Мое любимое занятие. Раз был такой случай, я решил прятать подарок на природе, чтобы получилось небольшое приключение. Надеюсь, тебе понравилось. Теперь это сокровище твое. Пусть тебе всегда потом сопутствует удача, Беннет, искать приключения. Мне тут неудача сопутствует, меня тут киличуру убью. Beg for mercy. Беннет как бы специально поставил сюда. Rise. Так. Теперь надо лавку идти. Добери компоненты лавки 9. 50 примагемов. Добери все компоненты лавки. Пойдемте в лавку. Давайте украсим магазин. Не хочу синим. Пускай будет вот это. Кто из этого лучше? Вот это. Так, кого? Вентиску. Так. Почти уже на 6 круток у меня. Давай 5 примагемов. О! Берите 800 очков от праздничного ажиотажа.
Все компоненты надо собрать. Через один день. Лавкой мы все сделали. Проект выносливости. Искоренение. Окей. Теперь можно идти сюжет проходить. 4 обнаженных клинка. More speed. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Почему безумных ученых называют хранителями? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Похоже на силу Нахиды. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? Значит, компьютер греется. Видимо, жарко сегодня. In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Тот ученый использовал силу малой подследительницы Кусанари. На самом деле деревню защищает малая слительница Кусанари. Ну да. Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way!
Wait, Nahida definitely exists! She's how should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Недавно мы вместе с ней спасли Сумеру. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. Ну да, когда человек говорит правду, у него светятся глаза, а когда он говорит ложь, у него глаза начинают бегать. How can this be? Они у него не четко не светятся совсем. To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Точно. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local. Yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Ethan wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. Сайна, пожалуйста. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Детей можно использовать, чтобы они подслушивали что-то, потом они будут докладывать. Да, есть и такое. Перед тем, как подойти к дому, Сайн просила Исаака подождать. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night,
The oft mumbling and bumbling Grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Похоже, образумившимся дедушкой была Нахида. Она же избавила этого безумного ученого от мучений. Судя по выражению лица Сайна, он подумал так же. Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please Не на спуск пропустил, ну ладно. Ну, она поблагодарила его и все. Isak? Oh, it's you guys! We've cleared everything up! Let's go find your grandpa! Really? Wow! Thank you so much! С твоим дедушкой все будет хорошо. Alright. Let's ask the local residents some questions first. Сны, пустота и обман. Том 3, глава 3, завершена глава. Сны, пустота и обман. Решите главу сны, пустота и обман. 10 примагемов. Даже 10. О, 835 примагемов. Так, теперь нам надо получить еще награду. Награда от Пайман. О, награда от Пайман. Замечательно. Так, 20 примагемов и руда. All just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Касан. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Попавший в хранителя деревни. Получите сведения от местных жителей. More speed. And to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Ани. The Но не scholars that из found Ведьмака. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter.
Don't change the subject. Right. You were asking about the the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. Угу. Так, еще один местный. Джабари. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young, so as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy! Okay, thank you, sir. Huh? Сайна, ты как? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Том 3, глава 4, царь Дефрида 3, волхва, новая глава. Идете за Сайна. More speed. Что-то не так? Рамис. Блин, у меня одноклассник был Рамис. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now,
Repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? Ты прошел сюжетку уже? My patience is running thin. You heard what I asked. Yeah! Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear, and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up, I swear! Hey, go on, keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumor said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Лучше бы Академию ненавидели. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. Хорошо, что мы с тобой не враждуем. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Еще одна причина не переходить ему дорогу. I heard that. Sorry. Прости. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead, but we need to check a few more places. Нужно проверить дома тех ученых. Там мы наверняка найдем какие-нибудь улики. Very well. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Join the Eremites and embrace a wonderful new life. Пацан, показывай. Куда ты? Ты так криво ходишь. Grandpa? Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then,
He yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. This is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. Этот запах. Сайна, чувствуешь запах благовоний? No. Incense? Please don't say it's the same one as before. Именно. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No, no need. Не переношу этот запах. Did you first encounter this scent at Tainari's house? Возле леса, где практикуются ученые. In the forest. From a scholar. Давайте посмотрим, есть ли здесь другие подсказки. Три следы. Следы выглядят достаточно четкими. Внутри есть разные повседневные вещицы. Просто внутри кто-то живет. What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. Значит, здесь кто-то был. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Выманил. Так вот оно что. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Если бы Пэм почуяла запах вкусняшек, Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? чтобы воскресить царя Дешрета. Are the rumors really true? Пока у нас есть только одно объяснение. Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back.
Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. Вернитесь в дом старосты деревни. Старосты деревни. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice, too. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? Вы поделитесь с Кэндис и Дэхи идеей и результатами. See. Дэхи. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. О, кто-то подслушивает. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention, making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team. So didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. И кажется, или я уже где-то слышал эти имена. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia! You're amazing! You really know this place inside and out! Дэхи. А Дэхи мне подмигнула, не стоит расспрашивать. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good. Then we've got a plan.
The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Alright, sounds like a plan! Это подслушивал. Дать караван Рибату. More speed. А я хотел поймать подслушивающего. Well, here we are again! Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Хотя ее чувство очень легко понять, но она ни в коем случае не должна устроить здесь беспорядки. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those... Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. Спросите знакомых Дехи. More speed. Just our luck. None of them are here today. You mean, you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Привет. Hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Edgar, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you.
Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. Делавар. Индейцы племени Делаваров. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. Oh no! It's an ambush! What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger, you're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Да, с удовольствием. New punching. I'll be back.
Такие угрозы, конечно. А в итоге они... Они вроде бы устрашающие, но зная, что я их смогу победить, эти устрашения мне ни к чему. Они не работают. Это всего лишь пустая болтовня. Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Ну да, кстати. Поэтому она и подмигнула. Я понял. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? Ugh. You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Дехи замахивается ногой, и Заки теряет сознание. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Поэтому имена, которые ты назвала... You mean the funny names she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, Paimon can't remember them all. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how the Scarlet King is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. А что насчет бородатого ядагана? That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Парень один из свидетелей, которых вы постили. Тот самый, который хотел поместить Исака и где водичку на обед. Ого. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for ya. Ah, you're too kind. It was straight from the usual На вас кое-что катится. Серьезно? So, that thing you were saying before, is it really true? Hmm? About what? Ну капустовый вылетело. About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? Мне кажется, что ты не такой человек. What makes you so sure? Ты бы поступила так и без заказчика. Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon.
I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the Academia's trickery. But I see through it all, and unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Она тоже копейщица, что ли? Что она говорит про копье, если она с мечом? Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. Хорошо. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. Дождитесь утра с 6 до 12. Опять дождитесь. Блин, поговорит Джек. Я что-то уже устало себя чувствую. А это что такое? Что там такое? А чего не показывают сюда? Ну-ка, погодите-ка. Чем мне сюда показывают? Я немного не понял. Так, доска объявлений. In the aroma of wine. There's no better time to sing out loud. Почему мне показывают сюда? Не понял логики. А ты кто? Продолжает на праздник Вина. Если понадобится помощь, то обратитесь в World of Avonius. Так, с праздником. Может, у тебя что-то есть? Вы что-нибудь попили во время праздника? Здесь не только продается вино, но также мы закупаем ингредиенты для виноделия. Ну это я в курсе. Непонятно, а почему она мелькает-то? Или я метку на ней поставил? А, я отслеживание сделал, все понял. Понял. Ладно, на этом, наверное, все. Достижение еще. Ах да, надо еще чайник. По воле ветра разрушите, перекати поле, что носит по пустыне ветер. 5 примагемов. Так я его в заставке разрушу. Пустынная хижина мелочи.
хотел бы подольше постримить. Что-то как-то уже не стримится. Да и активности не видно. А на сюжет мы закончим потом. Так, какие деревья нужны? Тамариск. А таких здесь нету. И где мне их рубить, этот тамариск? Понятно. Давайте что-нибудь создадим. Чтобы завтра забрать. Надо что-нибудь такое, чего у меня много. Пойдет. Когда сокровищница у нас обновилась. Надо купить имена. Так, купить густую смолу. Ну, я на самом деле... Ой, переходную смогу густую. Я вот всего книжку куплю. Кого я там качаю? Я не помню уже. Давайте рейдера покачаем. Мне как-то поставить ему надо. Волчий крюк. Вот ему надо волчьи крюки. Понятно. Так, примагемов у нас 860. Плюс одна крутка. 6 круток, короче. Так, Ереми убираем. Да, блин. Ну все на этом. Всем спасибо, кто смотрел. Отдельно спасибо тем, кто смотрел записи. Кто там в чате что-нибудь... Отдельно спасибо тем, кто писал в чате. Всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся.